Привет, друзья! Хочу вашему вниманию представить очередную посылку с AliExpress. Как вы уже видите, это кварцевые часы с двойным циферблатом. Сейчас подробно пробежимся, посмотрим, сколько они весят, какой размер у них. Соответственно, пробежимся по данным кнопкам, чтобы понять, какие функции у них есть. Сразу заранее скажу, у них есть подсветка циферблата цифрового, поэтому смотрим. Сначала распаковка. Поехали! Самое что интересно, сейчас заметил, это то, что помимо всей этой упаковки, что они сделали с часами, которые я сейчас вам показал, они даже упаковали, получается, поставили защитную пленку на кнопки. Ладно, сейчас не буду отвлекаться снимать, потому что она очень плохо снимается. А будет аккуратненько потом почистить. С этой стороны тоже идут защитные пленочки. Для чего это сделали, я честно скажу, не знаю. Наверное, боялись, что повредиться при транспортировке. Это часы от компании Лиги. Вот под таким названием. Самое что интересно, я был просто Foxbox, или как правильно, честно скажу, английский не силен, поэтому назвал так, как назвал. Но что я был удивлен, что магазин Лиги положил свою фирменную упаковку. То есть часы под этим брендом, соответственно, от компании Лиги. Итак, что у нас в этих часах имеется? Как вы видите, у нас идет циферблат со стрелками и циферблат цифровой. Итак, пробегаемся по управлению данными часами. Оттягиваем данный рычажок. Как понимаете, у нас, и видите, настраивается, получается, формат времени по верхнему циферблату. То есть циферблату, который идет у нас со стрелками. Итак, для того, чтобы настроить нам нижний циферблат, сейчас я поверну стрелку, чтобы она нам не мешала, показываю. Нажимаем на нижнюю клавишу, здесь у нас есть секундомер. Его запускаем с помощью верхней. Это если вы захотите замерить время. И останавливаем с помощью нижней клавиши. Также нижней клавишей мы делаем сброс секундомера. Если вы воспользовались секундомером и хотите все-таки продолжить настраивать время, вам надо нажать на эту же нижнюю клавишу несколько раз. Здесь мы можем выставить будильник, как видите. Время будильника устанавливается с помощью верхней клавиши. Также минуты устанавливаем с помощью верхней клавиши. Дальше также нижней клавишей мы переходим в формат настройки часов. Здесь обнулить секунды верхней клавишей. Верхней мы переключаем, настраиваем время. Допустим, 16 часов. Опять же, нижней нажимаем, настраиваем минуты. Как видите, нажимаем, переходим на настройку даты. Так, первое это идет месяц. Поставим, допустим, сейчас у нас 2 месяц. Настроили. Также настраиваем дату, какой у нас день. Сейчас поставим, допустим, 15 день, как и было. И, соответственно, нажимаем опять клавишу. После того, как мы нажали клавишу, сейчас поворачиваю опять стрелки, потому что не видно. Выставляем день недели. День недели у нас обозначается только на английском языке. Смотрим. Верхней клавишей нажимаем, выставляем тот день, который нам нужен. И, соответственно, нижней клавишей нажимаем, уже переключается. И вот этой нижней клавишей запускаем наше время. Все, время пошло, настройка как бы данных часов полностью завершена. Единственное, что я вам по данным часам еще не показал, это как звучит на них будильник. Давайте посмотрим. Настрою будильник на время и посмотрим, как он звучит. Так, у нас сейчас на часах 16:56. Для настройки будильника перехожу. Нажимаю нижнюю клавишу и, соответственно, начинаю настройку будильника. Ставлю 16, перехожу, выставляю минуты.
Ставлю 58, запускаю и ждем. Ну, вот так вот у нас звучит будильник. Сейчас проверим, какой клавишей его отключить. Как я понимаю, будет верхний. Раз, отключил. Все. И да, что самое приятное в этих часах, все-таки это кварцевые. Слышно, как работает стрелка. То есть, если где-то тишина, мало шума вокруг, в окружении, вы будете слышать, как у вас тикает стрелочка. И самое, что еще приятно, то что на этих часах подсвечивается, получается, каждое деление времени верхний циферблат, подсвечиваются стрелочки. И вот данной клавишей мы можем подсветить, получается, цифровой циферблат. Давайте сейчас посмотрим, как это смотрится в темноте. Сейчас вы видите подсветку верхнего циферблата. Если вам надо посмотреть время именно цифрового циферблата, это у нас получается с левой стороны верхняя кнопка. Нажимаем ее и подсвечиваем уже, получается, цифровой циферблат. То есть вы видите на цифровом время, видите дату. Ну и давайте пробежимся по их габаритам, посмотрим, сколько у нас идет диаметр циферблата. Замерять буду с помощью штангенциркуля. И диаметр у нас составляет, получается, 46 мм. Если вам интересно, сколько они в толщину, сейчас также это я вам продемонстрирую. В толщину они у нас получается в районе 15,5 мм. Ну и что еще осталось? Если очень кому-то интересно, это осталось показать вам их вес. Смотрите, сколько весит. Данный браслет полностью у нас идет металлический. Застежка очень интересно выполнена. Получается, застегивается так и закрывается сверху дополнительным фиксатором. То есть, получается, чтобы расстегнуть, вам надо будет снять фиксатор и нажать 2 боковых клавиши. Итак, постарался подробно пробежаться по данным часам, показал вес, показал диаметр циферблата, показал толщину данных часового механизма, показал вам подробно ремешок, как он устроен, как застегивается. На этом как бы долго не задерживался, поэтому показываю еще раз, как они смотрятся на руке. Ну, в начале ролика я вам это показывал. Так, сейчас сфокусирую. Сфокусировал, вот так вот они смотрятся на руке. Довольно-таки увесистый, вес вы видели, размеры, габариты вы видели. Если вам данные часы подойдут, можете посмотреть по ссылке внизу в описании. Также продавец тут положил, получается, для укорачивания браслета вот такой инструмент. Но честно, этот инструментик как бы, неудобный. В предыдущих распаковках, когда я показывал цифровые часы Лиги, там есть более лучший инструмент. Соответственно, в этом видео я уже укорачивать браслет не буду, потому что люди писали, зачем ты это делаешь. Кому интересно, как укоротить браслет, браслеты в принципе все укорачиваются одним образом. Переходите, смотрите другие мои ролики, там подробно увидите. Итак, на этом заканчиваю свой обзор на данные часы. Кому данные часы понравились, смотрите ссылку внизу в описании. Спасибо за ваш просмотр, до встречи в новых видео. Всем пока-пока.